Была холодная зима. Егерь по имени Виктор Валентинович любил рыбалку. Это было его любимое занятие, которое помогало ему скрасить скучные дни и однообразие его жизни. Все время, проведенное с удочкой в руках, казалось ему настоящим приключением. Однажды, как обычно, Виктор отправился на рыбалку. Он выбрал место на замерзшем озере, где рыба обитала в изобилии. Вооружившись необходимым снаряжением, он начал устраиваться на берегу. Но вдруг его взгляд упал на нечто странное вдалеке, на поверхности воды, кто-то тонул. Без раздумий, егерь ринулся на помощь. Ему не позволяло смотреть на то, что человек или животное страдают. Вскоре он разглядел волков, которые, как оказалось, попали в ледяную ловушку и не могли выбраться на поверхность. Они увязли в тонком ледяном поле и уже рисковали погибнуть от холода. Опасаясь нападения хищников, Виктор не смутился и решил спасти волков. Он осторожно подкрался к краю льда и начал пробивать его ледорубом. Каждое ударное движение металлического инструмента являлось сигналом волкам, что им не осталось много времени. Несмотря на опасность, Виктор не отступал. С каждым ударом лед трескался все больше, и, наконец, громким треском он прорвался. Водные струи поднялись вверх, а волки, освобожденные от ледяных оков, моментально ушли в глубину озера. Виктор радостно наблюдал, как они быстро исчезают из виду, удовлетворенный своим поступком. Спустя неделю Виктор решил отправиться в лес на прогулку. Ему хотелось насладиться природой и на время забыть о повседневной рутине. Однако по дороге он заблудился. Растерянный, он пытался разглядеть знакомые ориентиры, но все было напрасно. Старик бродил около нескольких часов, пытаясь отыскать дорогу назад. Он уже начал беспокоиться и вызывать на помощь, но его крики казались безнадежными. Однако неожиданно из глубины леса послышались ответные зовы. Виктор замер от удивления, осознавая, что его голос услышали. Оказалось, что это были волки, которых он спас неделю назад. Они, будто поняв, что егерь в беде, решили отблагодарить его за его доброе дело. Они вели Виктора через густые заросли и дебри, пока не довели его до известной ему халупы. Здесь волки остановились, словно проводили его до безопасности. Виктор был глубоко тронут таким поступком волков. Ведь они не обязаны были спасать его, но они сделали это. Он осознал, что доброта может быть вознаграждена в самых неожиданных формах. С тех пор Виктор Валентинович стал относиться к животным с особым уважением и заботой. Он перестал видеть в них просто диких зверей, а стал видеть в них существа, способные на добрые поступки. Он осознал, что каждое животное имеет свою судьбу и стоит с ними быть взаимно благодарными. Именно благодаря волкам Виктор смог вернуться домой и продолжить свою жизнь, порой скучную, но всегда наполненную добротой и заботой. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где найдете еще много интересного.